Когда папа Франциск в последние минуты своей жизни позвал своего пса Балтазара, это был момент, который многое сказал миру. Балтазар, который был молчалив и далек с момента болезни папы, подошел к нему не словами, а непоколебимым присутствием. Связь между ними была глубже, чем могли бы выразить любые слова. Когда папа скончался, Балтазар остался рядом с ним, верный до самого конца. Настоящий спутник в жизни и смерти. Эта история не просто о собаке и папе Франциске. Это напоминание о чистейшей любви, верности и преданности, о том, что выходит за рамки всех границ и трогает душу. В одно серое утро в Риме воздух казался необычайно неподвижным, как будто даже ветры не осмеливались нарушить тишину, нависшую над Ватиканом. Небо было окутано траурными облаками, и большие колокола площади Святого Петра зазвонили раньше, чем кто-либо мог вспомнить. Их эхо звучало не как призыв к молитве, а как шепот прощания. В священном сердце города, за возвышающимися стенами и расписанными фресками залами, самый любимый человек веры лежал тихо, его дыхание было поверхностным, его руки были сложены на жизни, которая подняла миллионы. Кардиналы двигались как тени по коридорам, их глаза были опущены, голоса приглушены. Но даже в эти последние святые часы папа Франциск обратился с просьбой, столь незначительной, столь нежной, что она ошеломила мир. Он не просил золота или памятников, или даже чтения вслух священного писания. Вместо этого, с легкой улыбкой и дрожащим голосом он попросил: «Пожалуйста, приведите мне мою собаку». Что может хотеть от собаки человек, который держал на своих плечах бремя молитв мира в свои последние минуты? Ответ не только разобьет вам сердце, но и исцелит его способами, которые вы никогда не могли себе представить. Это не просто история смерти. Это история любви, верности и связи настолько глубокой, что она вышла за пределы завесы самой жизни. Оставайтесь с нами до конца. Эта история тронет ваше сердце, как никакая другая. В то утро Ватикан был окутан почти священной тишиной. Обычная суета паломников и туристов исчезла, как будто сам город знал, что разворачивается что-то священное и печальное. Ни одного шага не раздавалось эхом по мощенным дворам, ни одного шепота не плыло по коридорам, только медленный скорбный звон колоколов плыл по воздуху. Каждый удар был подобен биению сердца, затухающему в вечности. Тучи тяжело собирались наверху, их вес давил вниз, как само горе, отбрасывая длинные тени на купол собора Святого Петра. В скромной охраняемой комнате, расположенной в Апостольском дворце, папа Франциск лежал под простыми белыми простынями. Не было ни золотых одежд, ни изысканных фанфар, только тихое смирение человека, который прожил свою жизнь в служении. Теперь его грудь поднималась и опускалась с усилием, дыхание было поверхностным, пальцы нежно сплетались в молитве. Тихое бормотание врачей смешивалось с бормотанием латыни, стоящих рядом священнослужителей. Все знали, что это его последние часы. Затем что-то изменилось. Его веки дрогнули с хрупкой грацией свечи, мерцающей в своем последнем свете. И голосом, едва громче шепота, он произнес 3 слова, которые заставили комнату замолчать. «Приведите мне Балтазара». Просьба ошеломила даже самых стойких из них. Балтазар не епископ, не кардинал, даже не член семьи, а собака, верное существо с золотистой шерстью и проникновенными глазами, которое разделяло тихие моменты и долгие прогулки в садах Ватикана. Молчаливый друг, который слушал без осуждения и любил без вопросов. Кем был Балтазар для папы? Больше, чем питомец. Он был компаньоном, хранителем священной тишины, носителем безусловной любви. Вы когда-нибудь любили питомца так сильно, что он стал семьей? Это такая история. И она только начинается. Задолго до того, как мир узнал его как папу Франциска,
Он был просто Хорхе Марио Бергольо, любопытным, добросердечным мальчиком, бродившим по красочным, хаотичным улицам Буэнос-Айреса. Пока другие дети гоняли мячи по переулкам или гонялись за тележками с мороженым, Хорхе тянулся к забытым душам, которых никто не замечал. Бродячим собакам со спутанной шерстью и усталыми глазами, свернувшимся в дверях, голодным и напуганным. Он делился с ними своими эмпанадос, нашептывая утешение голосом, слишком юным, чтобы проповедовать, но достаточно взрослым, чтобы понимать доброту. Его мать, набожная женщина с мягким духом, смотрела из окна кухни и улыбалась. «Каждое живое существо несет в себе дыхание Бога», сказала она ему однажды, стоя на коленях рядом с ним, когда они заворачивали дрожащего щенка в старый шерстяной шарф. Это единственное предложение никогда не покидало его. Оно не просто сформировало его убеждения, оно сформировало его душу. По мере того, как рос Хорхе, росло и его сострадание. В семинарии, пока его сверстники углублялись в учение, он тайком приносил еду кошкам во дворе и останавливался посреди проповеди, чтобы помочь птице, запутавшейся в стропилах церкви. Позже, став священником, а затем архиепископом, его дверь всегда была открыта не только для людей, но и для животных, брошенных или раненых. Он часто говорил: «Они самые нежные посланники Бога, посланные, чтобы напомнить нам о милосердии». Когда он выбрал имя Франциск, став попой, это было не просто дань уважения святому Франциску Ассизскому, это был обет. Обет любить так, как любил святой. Все творения, большое и малое. А потом появился Балтазар. Никто на самом деле не знал, откуда взялась собака. Однажды он просто был там, бродил по садам Ватикана, хвост закручен как вопросительный знак, глаза полны тихого любопытства. Он был поразительным. Помесь белого ретривера со спокойным присутствием, как будто он знал святость места, куда он вошел. Некоторые шутили, что он забрел с ветром, другие считали, что его послали. Но Франциск просто раскрыл объятия и сказал: «Ты вернулся домой». Балтазар стал больше, чем просто вещью, он стал частью ритма Дней Папы. Пока советники приходили и уходили, а тяжесть мира проходила через двери его кабинета, Балтазар оставался. Во время ранних утренних прогулок по залитым росой садам Франциск тихо говорил с ним о надежде, о горе, о благодати. Собака, конечно, никогда не отвечала, но его присутствие было достаточным ответом. Вечерами, когда огни города мерцали далеко за стенами Ватикана, Балтазар сворачивался у его ног, пока он молился, и мягкий звук его дыхания сам по себе был гимном. Он был не просто домашним животным, он был зеркалом Божьей кротости, живым напоминанием о священном в простом. Он приносил тепло в холодные дни, тишину в хаос и компанию в самые одинокие часы. Подумайте о питомце, который был рядом с вами, не только в моменты радости, но и в тихие промежутки, где живет только настоящее товарищество. Таким был Бальтазар для папы Франциска, и когда приближался его последний час, была только одна душа, которую он жаждал увидеть. Ни епископа, ни сановника, но собаку с сердцем, достаточно чистым, чтобы сидеть рядом со святым. По мере того, как дыхание папы Франциска становилось все более затрудненным, срочность в Ватикане достигла тихого крещендо. Ни один голос не возвышался над шепотом, но тяжесть того, то, что надвигалось, давило на каждую грудь, как невидимая рука. Его пульс был слабым, его кожа прохладной, его некогда твердый голос теперь снизился до мимолетного шепота. Но одна фраза возвращалась снова и снова, произносимая как молитва между вздохами. «Бальтазар, приведи меня, Балтазара!» На холмах, за пределами Рима, укрывшись в мирном уединении Кастель Гандольфа, Балтазар ждал. Он не ел 2 дня.
Он игнорировал садовых белок, которых он обычно преследовал, и отказывался сворачиваться в своем любимом месте под оливковым деревом. Он просто сидел, не двигаясь, устремив взгляд на далекую дорогу, шевеля ушами при каждом звуке. Смотрители пробовали все — еду, игрушки, нежное уговаривание. Но Балтазар ждал. Он знал. Невысказанным образом, который, кажется, знают только животные, он чувствовал тягу души, которую любил больше всего на свете. Затем машина приехала. Он не колебался, он не хныкал и не сопротивлялся. Он сел в машину как солдат, призванный на службу. На протяжении всей извилистой поездки обратно в Ватикан его глаза не отрывались от дороги. Он не дрожал от страха, он дрожал от цели, он понимал это путешествие. Это было не просто прощание, это было исполнение обещания, которое может дать только любовь. Когда машина въехала в тень Святого Петра, воздух был густым от торжественности. Помощники отступили в сторону, охранники опустили глаза. Большие двери открылись не для дипломатов, а для собаки, потому что в этот момент Балтазар был больше, чем просто домашним животным. Он был свидетелем чего-то божественного. Когда Балтазар вошел в покои папы, само время, казалось, остановилось. Мерцание свечей замерло. Даже ритм дыхания Франциска, казалось, замер. Собака медленно шла, не из-за смущения, а словно смакуя каждый шаг к человеку, который когда-то каждое утро наклонялся, чтобы поцеловать его голову. Никто не направлял его, ему не нужно было никаких указаний. Он пошел прямо к кровати. Он не лаял, он не прыгал и не скулил. Он просто сидел, его глаза были прикованы к Франциску, а затем осторожно положил свою белую морду на простыню всего в нескольких дюймах от неподвижной руки папы. Комната затаила дыхание. Затем произошло нечто чудесное. Пальцы Франциска дернулись. С огромным усилием, словно движимой силой, больше, чем боль, его рука сдвинулась. Совсем немного, пока его пальцы не коснулись шерсти Балтазара. И там она осталась. Молчание. Неподвижность. Связь возродилась в последние минуты жизни. Слезы навернулись на глаза медсестры, стоявшей ближе всех. Она отвернулась, не в силах сдержать их. Кардинал в углу что-то прошептал на латыни, затем тихо вышел из комнаты, подавленный. Никто не сказал ни слова, не потому что боялись, а потому что слова обесценили бы момент. То, что они увидели, было не просто прощанием, это было воссоединение, священное. В этом хрупком священном пространстве не было ни папских регалий, ни золотой чаши, ни политического веса, только человек, отдавший свою жизнь вере, и собака, отдавшая свою жизнь ему. Ни одна проповедь, когда-либо произнесенная в соборе Святого Петра, не несла в себе больше истины, чем этот молчаливый обмен. Можете ли вы представить себе любовь настолько чистую, что она говорит без слов? Любовь, которая ждет, которая знает, которая приходит не для того, чтобы стать свидетелем смерти, а чтобы почтить жизнь. Вот чем делились Балтазар и Франциск. И в этом последнем общении человека и собаки мир получил напоминание. Любовь в ее чистейшей форме, самая божественная из всех чудес. Когда первые бледные лучи рассвета пробирались сквозь узкие окна Ватикана, окрашивая мраморные полы в тихое золото, комната, в которой находился папа, замерла. Дыхание, замедлившееся до шепота, наконец прекратилось. Продолжая касаться рукой меха своего верного спутника, папа Франциск мирно покинул этот мир. Не было ни труб, ни последних провозглашений, только тихий звон колоколов на площади Святого Петра. Их перезвоны, словно колыбельные, разносились по затихшему городу. Он ушел, но Балтазар остался. Белая собака не двинулась с места, когда врачи тихонько шагнули вперед. Он не отреагировал, когда четки осторожно сняли с груди папы или когда священнослужители преклонили колени в молитве вокруг кровати.
Он остался там, где был, молчаливый страж, рядом со своим самым дорогим другом. Глаза широко открыты, тело неподвижно, словно неся бдение не только за человека, но и за все, за что он выступал. Прошли часы, Ватикан начал шевелиться. Мир, узнав о кончине папы, погрузился в траур. Флаги были приспущены, соборы открыли свои двери для слезливых масс. В Буэнос-Айресе свечи выстроились вдоль ступеней церкви, где Хорхе когда-то подметал полы в детстве. В Риме изображения святого Франциска в окружении животных были вставлены в окна, на углах улиц, в детских руках. На всех континентах и в океанах люди плакали, не только из-за папы, но и из-за человека, который снова и снова напоминал нам, что каждое существо любимо в глазах Бога. И в центре всего этого стояла собака, бессловесная, скромная, верная. Бальтазар стал больше, чем просто питомцем папы, он стал символом. Его тихое присутствие рядом с Франциском в его последние часы тронуло сердца так, как никакая проповедь не могла бы. Фотографии его, лежащего у подножия кровати папы, облетели весь мир, сопровождаемые такими словами, как верность, любовь, чистота. Художники рисовали его рядом с папой, с ангелами на плечах. Дети спрашивали, может ли Бальтазар тоже попасть на небеса. И бесчисленное множество незнакомцев, некоторые из которых были верующими, а некоторые нет, находили для утешения в простом образе собаки, которая любила безгранично. После похорон, прошедших под тяжелым траурным небом, Ватикан устроил так, чтобы Бальтазар жил в мире в монастыре, расположенном в сельской местности на севере Италии. Там, среди оливковых рощ и полевых цветов, сестры приветствуют его с кротостью. Его хорошо кормят, о нем хорошо заботятся и относятся с почтением. Но он часто бродит по краю сада, задрав нос вверх, наблюдая за облаками, которые движутся и танцуют над холмами. Как будто ждет, ожидая знакомого голоса, шагов, которые он узнает в одно мгновение, момента, когда душа, которую он охранял при жизни, снова позовет его домой. И, может быть, только может быть, однажды он услышит ее. Потому что такая любовь не исчезает, она трансформируется, она задерживается в пространствах между этим миром и следующим в тихие моменты, когда сердца все еще разбиваются и исцеляются одновременно. Эта история, по сути, не просто о папе или собаке, она о чем-то более глубоком. Это о любви, которая не нуждается в словах, верности, которая никогда не требует похвалы. Напоминание о том, что в мире, который так часто разделен, самые простые связи между человеком и существом могут научить нас самым глубоким истинам. Это не просто история, это напоминание о том, что любовь даже к самым маленьким и тихим из нас священна. Папа Франциск прожил свою жизнь с широко открытым сердцем, обнимая все творения Бога, и в свои последние минуты именно скромная собака показала нам, как выглядит настоящая преданность. Бальтазар не говорил, не плакал, он просто оставался. И иногда оставаться — это самый громкий способ любить. Если эта история тронула вас, пусть даже немного, поделитесь ею с тем, кому нужно напоминание о том, что любовь все еще существует в своей чистейшей форме. Оставьте комментарий ниже. Вы верите, что животные тоже несут Божью любовь? Откуда вы смотрите? Нажмите кнопку «Нравится». Подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропустить больше историй, которые говорят напрямую с сердцем. Другая история, такая же сильная и трогательная, ждет вас прямо сейчас. Давайте сохраним это чувство. Одна история, одно сердце, одна слеза, одна надежда за раз.